Вот и прошел Minecraft Live 2023. В этот раз разработчики решили все изменить. Вместо 90 минут они сделали примерно 50 минут. Уменьшив длительность всего шоу, они удалили иногда немного кринжовые вещи, лишнюю и ненужную информацию для игроков Майнкрафта, и вместо этого добавили насыщенную выжимку из того, что приготовили для нас в будущем обновлении. Конечно же, мы узнали, кто победил в этом голосовании. Спойлер, оно было максимально непредсказуемым. В любом случае, усаживайтесь поудобней, подписывайтесь, ставьте лайки, а мы начинаем. Первым делом скажу всем спасибо, кто смотрел Minecraft Live вместе со мной. В целом на пике нас смотрело 38 148 человек. Это действительно много. Я старался все переводить и озвучивать, но раскрою секрет. На втором канале, ссылка на который в описании, выйдет отдельный ролик с переводом и озвучкой всего шоу, чтобы можно было полностью насладиться Minecraft Live. Теперь мы можем перейти к новому обновлению. К сожалению, как и в прошлом году, так и в этом у нас нет возможности узнать полноценное название этого обновления. Разработчики сообщат нам его в будущем. Я так думаю, что примерно в марте нам объявят название. Но пока можно предположить, что это обновление боевых испытаний. Нам также не сообщили, когда оно выйдет, но я почему-то думаю, что выход будет летом 2024 года. Скорее всего, начало или середина июля. Важное уточнение. То, что нам показали на трансляции, это только та часть, которая уже готова для демонстрации в снапшотах. По мере разработки этого обновления нам будут рассказывать и внедрять новые функции. Так что держите это в уме, когда будете смотреть это видео. Первым делом давайте я расскажу про новую структуру – Дворец испытаний. Он генерируется под землей в каждом биоме Верхнего мира. Комнаты в этом дворце процедурно генерируемые. То есть каждый раз, находя этот дворец, вы будете получать совершенно уникальный опыт. По крайней мере, я в это надеюсь. В этих комнатах можно будет встретить спавнер испытаний, а также нового моба – Бриз. Про это мы поговорим за мгновение. Помимо всего прочего, в этой структуре мы можем обнаружить еще сундуки с припасами. Пока разработчики не рассказали, что можно в них найти. Но я так думаю, это еда, броня и оружие. Скорее всего, они будут зачарованы. Следующее, что можем встретить в этих комнатах – спавнера испытаний. Это новый тип обычного спавнера. У него есть своя уникальная механика. Спавнер испытаний будет призывать мобов в зависимости от количества игроков, находящихся рядом. После победы этот спавнер выдает награду каждому игроку. Она соизмерима с количеством мобов. На трансляции нам показали только выпадение изумрудов и алмазов, но это только условные обозначения. Скорее всего, там будет другая добыча, намного ценнее. Подобно обычному спавнеру, это также будет активироваться только после того, как игрок подойдет достаточно близко к нему. После активации он выбрасывает в воздух огромное количество частиц, которые похожи на пламя. Помимо этого, он также испускает частицы пламени вокруг вызываемых мобов. Самое важное, что мы увидели только призыв зимогоров и слизней. Скорее всего, будут и другие мобы. Но важно подметить, что моб, который появится, указывает блоки, расположенные вокруг спавнера. Например, у спавнера с зимогором были расположены блоки льда, так что мы сможем точно узнать, какой моб нас ожидает. Дополню еще одну важную вещь. Их нельзя разрушить и забрать себе. Точнее, разрушить вы его можете, но времени на это понадобится очень много. Лучше его оставить на месте, так как у него есть время перезарядки. Оно очень долгое. После того, как он перезарядится, спавнер призовет еще мобов. Это будет длиться бесконечно. Следующий необычный блок – это медная лампа. Его главная функция заключается в том, что со временем она окисляется, что приводит к снижению яркости. Предотвратить окисление можно, нанеся на них воск. Скорее всего, скрафтить их не получится. Их можно будет найти только в Дворце испытаний. Но это не точно, я могу ошибаться. Медная лампочка излучает свет в окружающее пространство. Причем свет уменьшается с каждой стадии окисления. Чтобы увеличить уровень освещенности, игроки могут соскрести окисление с помощью топора. Их можно включать и выключать с помощью редстоун сигналов. Следующее, о чем я хотел бы поговорить, это Бриз. Новый враждебный моб, которого можно найти в Дворце испытаний. Мне кажется, что это даже не просто обычный враждебный моб, это мини-босс. Он не просто передвигается, а прыгает с места на место. Его главные атаки – взрывные потоки воздуха. Они не совсем обычные. Дело в том, что после столкновения с блоком его снаряд взрывается. Этот взрыв не наносит урона ни игрокам, ни сущностям. Он только отталкивает их. При этом окружение остается нетронутым. Но если этот снаряд попадет прямо в игрока, тогда игрок получит урон. Вот такая замысловатая у него боевая система. Это еще не все. Его снаряды после столкновения с блоком могут создать редстоун сигнал. Нам продемонстрировали это на примере медных люков, которые после взрыва сразу же активировались, и в образовавшуюся яму упали игроки. Он также активировал рычаг своим снарядом. Это просто невероятно. Это действительно необычный моб. Я не сильно хочу зацикливаться на каждом блоке, их было достаточно много, я просто их перечислю. Сразу уточню, имена блоков неофициальные, мы узнаем их имена в будущих снапшотах. Итак, были продемонстрированы следующие блоки. Резной блок меди,
медные двери, медная решетка, медный люк, полированный туф, а также множество его версий и туфовые кирпичи. Мне уже не терпится посмотреть на них в новом снапшоте. Как мне кажется, следующее, о чем я расскажу, нечто невероятное. Новый блок под названием Автоверстак. Да-да, я ничего не путаю. Этот верстак позволяет автоматически создавать блоки при помощи сигнала редстоуна. У него также есть 9 слотов, каждый из них можно заблокировать, чтобы в них не попадали предметы. Он работает наподобие выбрасывателя. После создания предмета он выбрасывает его на землю, где игрок может его поднять. Прямо на трансляции два разработчика придумали полностью автоматизированную систему. В него попадали предметы, подавался сигнал редстоуна, а после уже создавались железные мечи. Это мега круто, я очень хочу его испытать. Мне кажется, это изменит Майнкрафт навсегда. В целом, это пока все нововведения, которые готовы к показу. Сами разработчики сказали, что новые снапшоты будут выходить уже в ближайшее время. Первый снапшот, в котором экспериментально добавят новые фишки из обновления 1.21, будет доступен уже на этой неделе, скорее всего в среду. Будем ждать, я обязательно сделаю на него обзор. Чтобы не пропускать все новости, связанные с Майнкрафтом, достаточно подписаться на мой телеграм-канал, там много интересного. Ссылка в описании и закрепленном комментарии. Голосование в этом году было, мягко говоря, необычным. Я бы даже сказал непредсказуемым. У нас было 3 моба: краб, броненосец, а также пингвин. Многие люди, в том числе и я, предрекали победу крабу. У него очень важная механика игры, которая понадобится всем. Многие из-за этого даже писали везде, что разработчики создают иллюзию выбора. Все и так предрешено, краб победит. С этим я был не согласен, за исключением того, что победит краб. В итоге первым вылетел из голосования пингвин. Действительно, из всех мобов он был слабым по функционалу, но самым милым и красивым. В конце концов, даже при бойкоте игроками этого голосования, они требовали остановить его. Голосование за мобов в 2023 году стало самым популярным из всех. В этом году в нем приняло участие свыше 5 миллионов человек. Победителем стал броненосец. Он выиграл, набрав 42,3% всех голосов. Это невероятно! Если ваш моб проиграл, не стоит переживать. Функция, которую он выполняет, может стать частью следующего обновления, а сам моб 100% когда-то попадет в игру, как это было с жабами. Конечно же, разработчики не могли не рассказать про Minecraft Legends. Там прямо очень мало рассказали, но это отлично, ведь они не растягивали шоу. На сцену вышел Крейг Ли, главный директор по разработке Minecraft Legends. В августе 2023 года вышло первое крупное обновление для этой игры. Там добавили действительно много всего. Пользовательские сражения и кампании, добавили путевые точки, улучшили поиск пути для игрока и мобов и, конечно же, добавили возможность гладить любого питомца. Дополнительно добавили бесплатные задания под названием «Потерянные легенды». Они пополняются каждый месяц. Там даже добавили возможность игры за ламу. Выглядит забавно. Помимо этого, Крейг также рассказал про второе крупное обновление, которое тоже выйдет в ближайшее время. Первым делом появится новый скакун – жаба. Да-да, все верно. Она очень отважная, плавает в воде быстрее всех, а также прыгает выше, чем любой другой скакун. Дополнительно появится новый союзник – таинственная ведьма. Да, кто не в курсе, в этой игре все мобы из Верхнего мира объединились, чтобы уничтожить захватчиков в виде злых пиглинов. Даже враждебные мобы решили стать частью семьи. Ведьмы будут забрасывать злых пиглинов своими зельями отравления. Но пополнение произойдет не только в Верхнем мире. В Незере появится новый моб – Кленгер. Очень высокий моб, который создает звуковые волны и разбрасывает всех в разные стороны. В дополнение к нему появится новая структура – воздушная вертушка. Она довольно хлипкая по своей конструкции, но мощными порывами ветра будет сносить всех из поля битвы. Новые бесплатные задания «Потерянные легенды» выйдут уже в середине ноября, начале декабря, а новые крупные обновления в конце 2023 года. Еще одна очень приятная новость, но скорее всего для Microsoft, ведь количество проданных копий игры перевалило за 300 миллионов. Это крайне много. Для понимания этой информации добавлю, что Minecraft — это самая продаваемая игра за все время. Если у Minecraft 300 миллионов проданных копий, то вторая игра в списке самых продаваемых компьютерных игр — GTA 5. У него 185 миллионов проданных копий. В честь такого события нам показали довольно забавную статистику Майнкрафта. Она была основана на данных по игре с сентября 2023 по октябрь 2023 года. Если честно, не ожидал, что так много людей катается верхом на свинюшках. К слову, нам также напомнили, что в следующем году, а именно 17 мая 2024 года, Майнкрафту исполнится целых 15 лет. Только вдумайтесь в это. Мне кажется, я совсем недавно ждал какие-то невероятные анонсы на десятилетие игры. Как быстро летит время. Интересно, что же приготовили разработчики на это событие? Затем на шоу пришел никто иной, как R2-D2. Если честно, я не фанат вселенной Звездных войн. Я не смотрел ни одного сериала, фильма или мультфильма. Почему-то я не сильно увлекаюсь космическими баталиями, но не считаю эту вселенную плохой. Каждому свое. Так вот, R2-D2 пришел на Minecraft Live, чтобы рассказать про новое
платный DLC под названием «Звездные войны. Путь джедая». Оно будет доступно на рынке Майнкрафта 7 ноября 2023 года. Действие этого DLC разворачивается во времена войн клонов, и в качестве юного подавана вам предстоит пройти обучение у великого мастера Йоды, Мейса Винду и других джедаев. По слухам, вам предстоит сразиться с галактическими монстрами, исследовать неизведанные планеты и, возможно, даже встретиться с темной стороной. Думаю, всем фанатам Звездных войн точно понравится. Это еще не все, ведь в следующем году нас ждет еще одно DLC под названием «Планеты Земля 3». BBC Studios и Minecraft Education вновь объединились, чтобы переосмыслить самые интригующие уголки Земли и даже их обитателей. При помощи этого DLC каждый сможет побывать в самых экстремальных биомах нашей планеты, а также увидеть их обитателей. Скорее всего, это дополнение не будет платным. Оно выйдет для Education издания, а также для Bedrock. Точная дата неизвестна, но где-то в 2024 году мы сможем в нее поиграть. Minecraft Live 2023 получился на удивление очень крутым и необычным. Мне нравится, что нам рассказали только самые важные вещи и не растягивали шоу ненужной информацией. Надеюсь, следующий Minecraft Live будет еще круче. Подписывайтесь, ставьте лайки, не забывайте подписаться также на телеграм-канал, ссылка в описании. Посмотрите вот эти видео, они тоже интересные. Как всегда, еще услышимся!